Время на исходе. И если ты до сих пор забираешь всего одну маску в час, ты отдаешь свои шансы на светящийся раритет другим игрокам. Я прекрасно помню времена, когда, не особо напрягаясь, можно было залутать маски с 3, а порой даже с 4 серверов за раз. Но в этом сезоне конкуренция зашкаливает. И найти живой ивент после завершения своего задача не из легких. Или все-таки можно? Сейчас я научу тебя закрывать фастнах всего за 8 минут, даже в соло, чтобы ты успевал запрыгнуть во второй вагон и забирать по 2 маски за цикл. Это агрессивный фарм для тех, кому нужна эта светящаяся маска. Чтобы успеть на второй сервер, твой первый сервер должен быть самым быстрым в мире. Ты должен стать тем самым игроком, который тащит все событие к финишу. Итак, погнали выжимать максимум из последних дней фастнахта. Я покажу все на приватном сервере, чтобы ты наглядно убедился, что затащить можно даже в одиночку. На публичных серверах, где есть другие игроки, сделать это будет еще проще. Для многих бывалых игроков не секрет, что для успешного спидрана нужно заранее собрать определенные предметы. Но многие новички об этом даже не догадываются. Не спеши выключать, дальше ты услышишь то, что мог упускать из виду. Итак, к началу события у тебя в инвентаре должны быть кишки 12 штук, яйца 20 штук, воск 10 штук, дерево 50 штук, кружки 10 штук. И важный момент. Все эти предметы должны быть закрыты замочком. По умолчанию это клавиша L. Наводишься на предмет в инвентаре и жмешь L. Почему это важно? Это убережет тебя от того, чтобы по запаре выбросить нужное или разобрать хлам на верстаке. Особенно это касается кружек. В отличие от воска, они разбираются автоматически при нажатии кнопки «Разобрать все». При этом замочки никак не мешают роботам забирать квестовые предметы. Так что включать-выключать их постоянно не нужно. Опытным путем я установил, что робот-историк забирает вообще все кружки, которые есть у тебя на руках. Поэтому иметь в инвентаре больше 10 штук нет смысла. По остальным предметам такой проблемы нет. Роботы возьмут ровно столько, сколько нужно. И, господа, не забываем ставить карточку засолка. Перк хорошо идет с солью. Иначе ваши запасы кишок и яиц просто не доживут до следующего часа. Второе. К началу события стой максимально близко к роботу-распорядителю, чтобы сразу прожать клавишу E и запустить ивент. Так мы выигрываем первые драгоценные секунды. Третье. Музыкант – это самое настоящее зло для быстрого сервера. Он стоит очень далеко от места сбора роботов, и его невозможно ускорить, в отличие от других роботов, которым можно мгновенно сдать ресурсы. Пока шкала не заполнится и робот не допоет свою слезливую песню, он не сдвинется с места. Мой совет: если в начале события ты увидел, что заспавнился музыкант, возможно, стоит сразу сменить сервер. При прочих равных условиях этот сервер гарантированно придет к финишу позже остальных. Мне на приватке как раз не повезло, заспавнился этот чертов музыкант. Ну что ж, тем интереснее. Посмотрим, смогу ли я затащить в соло с неудачным раскладом. И как ты заметил, здесь я немного затупил. Сел играть на инструментах, забыв сначала активировать робота кнопкой E. Потерял секунды. Почему надо начинать именно с него, вы уже понимаете. Как видите, шкала заполняется медленно, ведь я играю один. 3 игрока заполнили бы ее в разы быстрее. В первую очередь обслуживаем роботов, которые находятся максимально далеко от точки сбора. Радостный музыкант, веселый пекарь, отдаем 20 яиц, бодрый пчеловод, убиваем медозверей, и общительный историк, приносим 10 кружек. Остальные роботы стоят довольно близко, разве что после этой четверки стоит сразу проверить веселого лесоруба. Он чуть дальше оставшихся. Помните, каждая выигранная секунда – наше все. Тут я тоже немного зафакапил, бросившись проверять оформителя и мясника, когда надо было сразу бежать к лесорубу. Снова потеря времени. Пятое. Пока роботы строятся и идут к жабам, быстро восполняем потраченные ресурсы. Воск, кружки, кишки. Места спавна яиц в канаве пропадают сразу после того, как мы отдаем их пекарю. Но есть лайфхак. После убийства волн жаб в них можно найти точно такие же яйца. Восполняем запас прямо на ходу. Шестое. Движемся к супермутантам.
Их нужно не просто быстро отстреливать, нужно встать в точку, которая ломает спавн, чтобы мутантов было значительно меньше. Одна из таких точек – край крыши сарая. И, ветераны игры, напишите в комментариях, где еще есть такие точки, чтобы минимизировать волны. И еще, на публичном сервере встаньте так, чтобы мгновенно убивать мутантов, спавнящихся внутри сарая. Нельзя допускать, чтобы роботы вступали с ними в бой и заходили внутрь. Любой лишний шаг робота в обратную сторону увеличивает общее время забега. 7. Перед убийством босса обязательно примите химию или еду на урон, например, психотаты. Чем быстрее завалим босса, тем быстрее заберем маску. 8. А вот теперь самое важное. Мы не ждем костер, мы не ждем титры. Как только босс упал, забираем маску и рвем когти. Обратимся снова к инфографике. Вот награды за завершение события. Но сейчас все это мусор по сравнению со светящейся маской. Мы экономим время для прыжка. И посмотрите, несмотря на то, что мне не повезло с роботом-музыкантом, я все равно успел на второе событие, будучи в соло, и забираю вторую маску. У нас с вами осталось мало времени, ивент скоро закончится. Но есть сильная легенда, что в последние дни беседка подкручивает шанс выпадения редких масок в 2 раза. И наш агрессивный фарм по 2 маски в час значительно увеличивает шансы. So you're telling me there's a chance? Yeah! Был ли мой гайд полезен? Тогда подпишись, поставь лайк. И самое главное, поделись своими наблюдениями в комментариях. Выводите полезные советы других игроков в топ. Давайте вместе соберем наш ультимативный справочник спидранера. Всех обнял, увидимся в Гельвеции.